Ассоциация домовладельцев, в которой я состою, слишком переусердствует со своими правилами. Автор истории с Reddit No Sleep – Man Dark. Нечистые духи. Ужасающие истории. Книга от автора рассказа, ссылку на которую ты найдешь в комментариях. Дрожащими руками я открыл крошечную защелку люка и заглянул вниз, в небольшой туннель, вырытый в полу моего дома. Правило номер 5. Любые структурные изменения в доме требуют одобрения ТСЖ. Это выглядело так, словно какой-то огромный червь зарылся в пол моего подвала, вырезав для себя туннель. Он был не слишком большим, не слишком маленьким, но в нем было достаточно места, чтобы протиснуться человеку среднего роста. Я принял решение за долю секунды, крепко сжал телефон в руке и спрыгнул в яму. Мои ноги мгновенно коснулись пола, так что верхняя половина моего тела все еще была на поверхности. Я присел на корточки и заполз в туннель через небольшое отверстие у самого дна. Мои локти и колени легли на твердую землю, и я пополз вперед. Там было тесно, я чувствовал, как тяжесть земли давит мне на спину. Узкие стенки туннеля вызвали в моем сознании старые воспоминания. Я вспомнил, как прятался в бункерах, прижавшись к своей семье, со страхом наблюдая, как все вокруг нас сотрясается, когда самолеты пролетали над головой и сбрасывали бомбы, от которых пыль сердито хлестала по нашим головам и шеям. Я потряс головой, чтобы прояснить мысли. «Не нужно думать об этом, иначе я упаду в обморок от страха», – подумал я. Там было так темно, что даже фонарик моего телефона с трудом освещал мне путь. Я не мог видеть конца туннеля. Я не знал, какой длины был туннель, куда он вел, кто его вырыл и для чего. В моей голове крутилось так много вопросов, что у меня заболела шея. Я отбросил все мысли в сторону и сосредоточился на текущей задаче. Чем больше я продвигался вперед, тем более изолированным от мира я себя чувствовал. Один взрыв, одна маленькая трещина в стенах, и я в мгновение ока исчезну навсегда, погребенный под горой обломков. Я практически ощущал вкус грязи во рту, чувствовал, как она сдавливает мои легкие. Мне приходилось время от времени останавливаться, чтобы отдышаться. Были даже моменты, когда я хотел развернуться и просто подождать, пока не приедут полицейские, но что-то в глубине моего сознания подсказывало мне, что я должен увидеть это сам. Спустя несколько минут, что показались мне вечностью, я добрался до развилки в туннеле. Я выскользнул из него как змея и обнаружил, что проход расширялся. Я уже мог встать на четвереньки. Вздохнув с облегчением, когда кислород хлынул в мои легкие, я начал осматриваться. Проход казался невероятно длинным, а теперь еще дорога шла в обе стороны. Я оказался где-то посередине этого большого туннеля. В очередной раз я задался вопросом, кто его построил и с какой целью. Я выбрал направление и начал ползти. Мое замешательство только усилилось, когда я заметил другие разветвления, змеящиеся от прохода, из которого я только что вылез. Вели ли они к другим домам? И какого чёрта? Прямо у нас под ногами была целая сеть туннелей. Должно быть, потребовалось много времени и планирования, чтобы построить это, но для чего? Я знал, что найду ответы в конце всего этого, поэтому продолжил ползти, но перед этим оставил носовой платок рядом с отверстием, которое вело обратно ко мне домой. Конец наступил довольно внезапно, как это обычно и бывает в жизни, и я врезался в него головой. Я стиснул зубы, потер голову и подождал, пока боль утихнет, прежде чем нащупать над собой люк. Но ничего не обнаружил, кроме огромной толщи земли. Я развернулся и пополз обратно тем же путем, откуда пришел. Я рассудил, что обе стороны не могут завести в тупик. Этот большой проход должен был куда-то вести, и он вел. В другом конце туннеля, прямо надо мной, виднелся люк. Отверстие здесь было намного больше, и я решил, что именно отсюда и должен был начаться туннель. Вот оно, подумал я. Всего один маленький толчок, и я получу ответы на все свои вопросы. Готовясь раскрыть тайны, окружающие Си-Стоун-Ридж, я надеялся и молился, чтобы наши ночные незваные гости не ждали меня прямо там, потому что это была бы смехотворно глупая смерть. Я глубоко вздохнул и толкнул люк, приоткрывая его на несколько сантиметров. Я заглянул в крошечную щель. Комната выглядела как еще один подвал, но чей? Я попытался проверить проглядывающееся помещение, насколько это было возможно, и когда я удостоверился, что там никого нет, распахнул люк и вылез в подвал. Он совсем не был похож на наш. Во-первых, он был чистым, никаких старых вещей или хлама. А во-вторых, это был винный погреб. Ряды полок от пола до потолка, наполненных изысканно дорогими напитками,
заполняли комнату. Где, черт возьми, я оказался? Мне не пришлось долго ждать, чтобы получить ответ. Я вел внутренний спор с собой о том, каким должен быть мой следующий шаг, когда услышал звук. Звон ключей. Их вставляли в замок. Я притаился в темном уголке и стал ждать. Дверь распахнулась. Свет из коридора залил подвал. На лестнице послышались шаги. Сначала я увидел каблуки, а затем подол красного коктейльного платья. А потом раздался смех, пронзительный, веселый. Я узнал ее, и мне не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять, кто это или в чьем доме я нахожусь. Мое предположение подтвердилось, когда она спустилась вниз и включила свет. Я пригнулся и затаился, чтобы не оказаться замеченным, когда она начала рыться на полках, пытаясь выбрать какой-нибудь подходящий напиток для своей небольшой вечеринки, давая мне возможность хорошенько рассмотреть ее лицо через щель между двумя бутылками вина. Это была Аманда, президент Ассоциации домовладельцев Си-Стоун-Ридж. Мое сердце бешено колотилось в груди. Что все это значит? Будучи президентом ТСЖ, она явно должна знать, что под ее домом есть туннель, верно? Это она мучила нас все это время? Этот урод пробирался к нам в дом через ее подвал? Но, может быть, и нет. Может быть, это был кто-то другой, и она совершенно не подозревает об этом. Может, это один из других жителей или даже бывший житель, который построил эти туннели, чтобы проникать в дома к своим соседям. Но в это слабо верится. Такое невозможно провернуть втайне, тем более от такой дотошной дамы, как Аманда. Я не оставался там долго. Как только она вышла из подвала, я спустился в тоннель и пополз обратно к своему дому. Я просто не мог понять, что здесь происходит. За всем этим стояла Аманда. Были ли в этом замешаны другие? И зачем они все это делали? Казалось, чем больше я узнавал об этом сообществе, тем больше возникало вопросов, как в какой-то запутанной настольной игре. Я вернулся в свой дом до того, как прибыли двое полицейских. Они изъяли использованную дымовую гранату в качестве улики и пообещали попытаться выяснить, откуда она взялась. Они сказали, что мимо проезжала патрульная машина, но, должно быть, она не заметила злоумышленников. Я не стал рассказывать им о туннеле. Я хотел оставить козырь в рукаве и хорошенько все обдумать. В этом районе не было никого, кому я мог бы полностью доверять, кроме своей семьи, конечно. Я проводил полицейских, поцеловал дочку на ночь и поговорил с Рабией, которая ни разу не спросила меня, почему я сменил свою внезапную испачкавшуюся одежду до приезда полицейских. «Рабия, этот незваный гость больше не войдет в этот дом», – заявил я с уверенностью. Она подняла на меня усталые глаза, и на ее лице была написана изможденность и крошечный проблеск надежды. «Как? Ты уверен? Это скоро закончится, поверь мне», – ответил я. Следующим утром я появился на пороге своего соседа. Я долго и упорно думал об этом и пришел к выводу, что мне нужно еще раз поговорить с этим мужчиной. День был на удивление ветреный, и американский флаг гордо развивался на шесте, когда я постучал в дверь Дэвида Истона. «Это ты?» – вежливо заметил он, открыв дверь. «Вы все еще здесь?» «Да», – ответил я, уперев руки в бока. «Что тебе нужно?» – хрипло спросил он. «Хотел узнать, есть ли у вас топор или что-то в этом роде?» «Для чего?» «Я подумываю о том, чтобы срубить дуб на моем участке». «Ты получил разрешение ТСЖ?» «Нет. Тебе придется заплатить огромный штраф. ТСЖ не... К черту ТСЖ». Он долго молчал, а затем его ледяное выражение лица расплылось в самой довольной ухмылке. «Подожди секунду». Он закрыл дверь у меня перед носом, и я начал притоптывать ногой, ожидая, когда он выйдет. Я подождал всего пару минут, прежде чем он вышел, со связкой ключей, свисающей с его пояса. «Топор тут не справится, ты же знаешь», – сказал он, направляясь к своему гаражу, явно не прося меня следовать за ним. «Мы не в том возрасте, чтобы свалить такое дерево парочкой ударов». «Говорите за себя», – пробормотал я. Он рассмеялся. «К счастью, у нас есть инструменты, которые помогут нам разобраться с этим, не подрывая спину». Он вставил ключ в амбарный замок и поднял дверь своего гаража. «Я удивлен, что Аманда не попросила вас модернизировать свой гараж», – сказал я. «Мой дом стоял тут задолго до того, как появилась ТСЖ», – ответил он. «Она не может на меня влиять». «Вот она», – сказал он, указывая на электропилу, стоявшую на полке рядом с его пикапом. «Эта красотка прорежет это дерево как масло». Он рывком выдвинул пару ящиков, осмотрел еще несколько полок и достал 2 пары защитных очков и несколько плоских предметов, которые я никогда раньше не видел. «Что это?» – спросил я. «Клинья для валки деревьев», – ответил он. «Чтобы убедиться, что эта проклятая штука не обрушится на твой дом».
Я повел его к своему дому, и мы обошли его, пока не дошли до дуба. «Ты действительно хочешь срубить все дерево?» – спросил он. «Мы могли бы просто срубить вон ту ветку». Он указал на ветвь, которая змеилась к окну на втором этаже, на которой сидел тот незваный гость, когда бросил внутрь дымовую гранату. Я уставился на него. «Как вы узнали, что она доставляет мне проблемы?» Он пожал плечами. «До вас здесь жила еврейская семья. Хозяйка ненавидела эту ветвь. Она испортила ей окно». Мы протянули шнур питания пилы через окно и вставили его в розетку в гостиной. Я подмигнул Рабии, когда она бросила на меня вопросительный взгляд и покачала головой. Как только я вернулся на улицу, Дэвид жестом велел мне надеть защитные очки, а затем включил пилу. Через некоторое время мы все же срезали эту злосчастную ветку, и она с грохотом ударилась о землю. Этот ублюдок больше не сможет так легко пробраться внутрь. «Из нее получились бы отличные дрова», – заметил Дэвид, когда мы приходили в себя на лужайке, окруженные срезанными ветвями и опилками. «Да, вполне», – пробормотал я, прежде чем немного повысить голос. «Знаете, когда мы только переехали, я встретил здесь много людей. Все они говорили одно и то же: «Добро пожаловать, приятно познакомиться» и бла-бла-бла. А потом они предупреждали меня о правилах ТСЖ. Каждый из них до единого, кроме вас». Он непонимающе посмотрел на меня. «Вы предупреждали меня, не так ли?» – спросил я. «Я имею в виду, вы честно предупреждали меня? Вы знали, что с этим местом что-то не так и хотели, чтобы мы уехали? Чтобы спастись? Верно?» Он отвел взгляд, прежде чем мягко кивнуть. «Вы показались мне хорошими, честными людьми. Это место не должно портить вашу жизнь. Тогда почему вы все еще здесь?» – продолжил я. «Если вы знаете, что здесь происходит, что бы это ни было, зачем оставаться? Слишком много грёбаных воспоминаний», – ответил он. «Я провел здесь всю свою жизнь, завел семью, потерял семью. Сейчас я слишком стар, чтобы уезжать». Я промолчал и начал ковырять полено рядом со мной. «Я слышал, что вы потеряли своего сына». Он напрягся. «Из-за взрыва самодельного взрывного устройства. У меня даже не было возможности похоронить его должным образом». Он промолчал. «Я говорил с ним накануне вечером. Ему одобрили увольнительный. Мой мальчик, он был так взволнован возвращением домой, и все вышло не так, как я хотел». Он шмыгнул носом. «Я тоже потерял своего сына», – ответил я через пару тяжелых секунд. «Я помню все, будто это случилось вчера. Он не хотел идти в школу в тот день. Притворялся заболевшим». Я моргнул, позволяя слезам скатиться с моих глаз. Если бы я не заставил его пойти в тот день... Мой сосед тоже начал плакать, а я продолжил. Я видел, как это произошло. Я приехал, чтобы забрать его из школы. Слышал, как над головой пролетел самолет. Почувствовал облако пыли на своем лице, этот запах обугленной плоти, который просочился через обломки. Мой голос начал ломаться. Я нашел его. Ты знаешь, он был весь... Мой сын, он... Я не смог закончить предложение и просто разрыдался. Дэвид присоединился ко мне, выплескивая и свое горе тоже. Так мы и сидели. Два отца, потерявшие своих сыновей в одной и той же войне. Мы переживали нашу общую потерю, которая связала нас через полмира. После разговора с Дэвидом я чувствовал себя, будто у меня камень с души упал. Я предполагаю, что с ним было то же самое. Мы убрали спиленное дерево с лужайки и отнесли его к пикапу Дэвида. Он сказал, что знает, как от него избавиться, а я был просто рад, что на моем дворе больше ничего не валяется. «Знаешь, вам действительно лучше уехать», – заметил он, как только мы вернулись в его гараж. «Оставаться здесь слишком опасно». «Может быть», – ответил я. «Но я не могу больше бежать. Когда мы приехали в эту страну, моя дочь заставила меня пообещать, что мы больше не будем убегать. Что бы это ни было, мы встретим это лицом к лицу». При этих словах его взгляд стал жестче. «Ну что ж, тебе понадобится помощь». Он поманил меня за собой и повел в заднюю часть своего гаража к железному сейфу, вмонтированному в стену. Он открыл его своими ключами и вытащил маленький пистолет Беретта М9. «Ты знаешь, как этим пользоваться?» – спросил он. «Когда-то пришлось научиться». «Хорошо», – сказал он, сунув мне его в руку, прежде чем вернуться к сейфу и достать мне маленькую коробочку с патронами. «Вы уверены?» – спросил я. «Да», – ответил он. «Ты делаешь все возможное, чтобы защитить свою семью, Ирфан. И может быть, когда эта буря утихнет, мы сможем собраться вместе и выпить».
Я пожал ему руку, засунул пистолет за пояс джинсов и поспешил уйти, чтобы снова не расплакаться перед ним. Когда я возвращался к своему дому, воздух буквально шипел от напряжения. Я чувствовал взгляды других соседей, как маленькие кинжалы, направленные в мой затылок. Некоторые смотрели со смесью страха и любопытства, другие с неприкрытой ненавистью в глазах. Был ли этот гнев вызван тем, что мы все еще были здесь, или такая реакция связана с тем, что я срубил дерево и нарушил правила ТСЖ? Дэвид был прав. В Си-Стоун-Ридж назревала буря, которая навсегда изменит жизнь в районе. Я провел день со своей семьей, заверяя их, что все это закончится следующей ночью. Днем я сел за компьютер и сделал кое-какую работу. Моя жена приготовила на ужин запеченную баранину по-иракски, и блюдо было таким вкусным, что я почти забыл о своих заботах. Это было любимое блюдо Абиды. Рабия только и делала, что готовила его, потому что знала, что Абида непременно будет счастлива этому. Родители готовы на все ради счастья их ребенка, верно? Я знаю, что сделал бы абсолютно все. И вот почему после того, как Рабия и Абида легли спать, я спустился в подвал, поставил у люка стул и сел на него, положив пистолет на колени. Сегодня ублюдка будет ждать сюрприз, когда он попытается пролезть в мой дом. За полчаса до полуночи я услышал его, шаркающие движения прямо под полом. Люк сдвинулся. Я поднял пистолет, прицелился. Легкий стон, тихий скрип. Люк открылся.